Привет, это майор в отставке. На сегодняшний день Владимир Путин – это самая серьезная угроза для всего мира. Его справедливо можно назвать террористом номер один. Ежедневные бомбардировки гражданских объектов в Украине об этом четко говорят. Он стал террористом, который полностью утратил связь с реальностью и, что самое страшное, обладает доступом к ядерному оружию, неограниченным финансовым ресурсом и собственной армией. И этот террорист выглядит так, будто он президент, руководящий целым государством. Так, стоп. Что делают с террористами? Правильно, их либо задерживают-арестовывают, либо ликвидируют, если их действия представляют прямую непосредственную угрозу для окружающих. А промедление может обернуться еще большими жертвами. Переговоры, следственные действия – это бюрократия, которая может повлечь еще большие жертвы. Все это лишь оттягивает неизбежное. Поэтому логичный вопрос, что нужно сделать с Путиным прямо сейчас. В своих прошлых видео я уже разбирал сценарий возможного переворота в России, а также предлагал идею устранения этой нестабильной международной угрозы через финансовое поощрение смельчаков из его окружения. Ссылки на эти ролики вы можете найти в описании. Сегодня мы пойдем дальше. Я хочу рассмотреть сценарий конкретных действий, которые могли бы привести к ликвидации этого международного опасного террориста. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший полицейский из Ярославской области, майор полиции в отставке. И в этом видео я расскажу, какой из сценариев возможной ликвидации Путина, на мой взгляд, наиболее доступен и реалистичен. Поэтому досмотрите это видео до конца, поставьте лайк, поделитесь им и подпишитесь на этот канал, если вы все еще не сделали этого. Ну что, ставьте лайки и поехали. Начнем с исторических параллелей. Мировая история знает немало случаев, когда диктаторов и тиранов устраняли. Про международных террористов это вообще отдельная история. Так, например, ливийский лидер Муаммар Каддафи после десятилетий террора был свергнут и убит своими же гражданами в ходе революции. При этом Каддафи также окружали преданные ему силовики, но народный гнев оказался сильнее. Каддафи, кстати, был причастен к подрыву пассажирского самолета в Великобритании. Так что профессию диктатора он, так же как и Путин, прекрасно совмещал с профессией террориста. Вспомним, конечно, и Румынию, где в 1989 году был расстрелян бывший лидер Николай Чаушеску. Этот диктатор, казалось, полностью контролировал страну, но массовые протесты привели к его аресту и расстрелу. Причем для него все изменилось буквально в считанные дни. Его казнили еще, можно сказать, вчерашние подчиненные. Еще один яркий пример – это убийство президента Египта Анвара Садата в 1981 году. Садат был убит во время парада в Каире, организованного для демонстрации военной силы. Среди организаторов и убийц были также военные, которые использовали момент публичного мероприятия для атаки. Причиной стало недовольство внутри армии, его политикой и решением заключить мир с Израилем. Другой пример – это убийство римского диктатора Гая Юлия Цезаря в 1944 году до нашей эры. Цезарь был убит своими же сенаторами, которые увидели в нем угрозу для республики. Эти события показывают, что внутренние заговоры чаще всего основываются на страхах и разногласиях среди элиты, которая начинает видеть лидера как источник нестабильности. Были и в истории России примеры, когда окружение ликвидировало руководителя государства, который перестал отвечать их интересам. Павел I, например, был убит в результате заговора, организованного высшими дворянскими кругами и поддержанного приближенными военными. Причины включали его непредсказуемый стиль правления, конфликты с аристократией и жесткие реформы. В ночь убийства заговорщики ворвались в покой императора в Михайловском замке, нанесли ему несколько ударов табакеркой и задушили его шарфом. О последовательности этих действий, кстати, все еще идут споры, что было в начале, табакерка или шарф. Эти примеры показывают, что даже самые защищенные диктаторы уязвимы. Иногда окружение таких лидеров может пойти против него. Главное – наличие решимости и подходящих для этого обстоятельств. Путин понимает, что находится под угрозой. Его меры безопасности поражают своими масштабами. Недавно, например, он посетил Казахстан на минимум 6 самолетах. 4 огромных Ил-96 и 2 Ту-214. Это не просто транспорт, это его страх. Один самолет для Путина, второй для персонала, третий самолет связи. Но зачем еще как минимум 3? Ах да, кстати. Четвертый, вероятно, это говновоз, чтобы решать тайные специфические проблемы пожилого пациента. Кроме самолетов, Путин активно использует бронепоезд. Это уникальное средство передвижения, которое оборудовано всем необходимым для управления государством в случае экстренной ситуации.
Бронепоезд передвигается между секретными станциями и отличается высокой степенью защиты. Он также позволяет избегать мониторинга маршрутов, как, например, воздушного транспорта, который легче отследить. Охрана Путина – это не только Федеральная служба охраны ФСО, но еще тщательно выстроенная сеть агентов, оперативников и сложной техники. Например, в его кортежах зачастую используются пустые автомобили-дублеры для отвлечения внимания. Есть такие же самолеты-дублеры, о чем я уже сказал только что. Каждый маршрут тщательно проверяется на наличие угроз. Перед приездом ватного фюрера в какой-нибудь город местные службы даже заваривают люки на дорогах. Журналисты установили, что у Путина действительно есть еще и дублеры, не путать с двойниками. С двойниками это к профессору-специалисту Соловью. Дублеры – это люди, которые внешне по телосложению похожи на него и которые для отвлечения внимания садятся, например, в похожий самолет или в кортеж, чтобы непонятно было, в каком именно из них находится сам Путин. То есть он превратился в настоящего параноика. Этакий маньяк-параноик звучит весьма жутко. Путин практически не использует современные средства связи, опасаясь слежки, ведь, по его словам, интернет – это разработка ЦРУ. Вы же знаете, все это возникло как когда-то, когда на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ. А вся его информация передается через закрытые каналы связи, а доступ к личным данным ограничен даже для ближнего окружения. Его повседневная безопасность – это сотни людей, от офицеров до технических специалистов, которые обеспечивают его защиту. Например, говорят, что его пищу проверяют на отравляющие вещества, а каждый объект, где он бывает, проходит многоуровневую проверку на наличие взрывчатки или других угроз. Интересно, что еще в начале своего правления Путин был более доступен, но с годами уровень его паранойи только рос. Вокруг него сформировался целый купол безопасности, включающий несколько независимых систем защиты, начиная от физической охраны, радиоэлектронной борьбы и заканчивая чемоданчиком для сбора фекалий. Паранойя и страх – это постоянные спутники лидеров, которые теряют поддержку своего окружения. Чем больше Путин полагается на ограничения и жесткий контроль, тем выше риск, что его ближайшее окружение устанет от постоянных проверок, недоверия и страха быть обвиненными. Например, в последнее время весьма часто происходят аресты военной верхушки среднего звена. История знает примеры, когда подобные состояния вождей становились катализатором их краха. Например, Иосиф Сталин в последние годы жизни изолировался, постоянно подозревал своих соратников и планировал новые репрессии. Это создало атмосферу страха и отчуждения, которая в итоге позволила его окружению взять ситуацию под контроль после его смерти в луже собственной мочи. В случае с Путиным паранойя уже проявляется в виде многоуровневой охраны, отказа от публичных мероприятий и минимизации контактов даже с ближайшим окружением. Это может стать слабым звеном, если кто-то из его приближенных решит использовать его изоляцию и недоверие для его устранения. Надо понимать, что ближний круг Путина – это не просто группа преданных соратников, а целый клуб людей, чьи карьеры, состояние и безопасность напрямую зависят от его власти. Но все это работает, пока система держится. Санкции, которые душат их активы за границей, арестованные яхты и виллы, дети которых могут выдворить из элитных университетов – это тот самый звоночек, который рано или поздно может заставить их задуматься, а не пора ли убрать главного источника этих проблем. Ведь в какой-то момент личные амбиции и желание сохранить свое влияние могут перевесить страх перед самим Путиным. А страх перед его падением, кстати, еще более мотивирующий фактор, ведь никто не хочет оказаться последним на тонущем корабле. Чем больше страха и паранойя, тем больше вероятность, что удар нанесут свои же. Российская элита, олигархи, чиновники и силовики страдают от санкций и международной изоляции. По данным Bloomberg, с начала войны российские миллиардеры потеряли не менее 40 миллиардов долларов. На фоне этого наибольшую угрозу Путину представляют те, кто знает его слабости, его тайные привычки и маршруты передвижений. Такие, например, как Виктор Золотов, глава Росгвардии и бывший телохранитель Путина, который лично осведомлен о его привычках и маршрутах. Он наверняка имеет прямой доступ к фюреру, но тут есть проблема. Золотову не хватает авторитета среди других силовиков, чтобы действовать самостоятельно, да и умом он не блещет. Еще одна фигура – это Николай Патрушев, бывший директор ФСБ и бывший секретарь Совета Безопасности. Его называли возможным преемником Путина. Будучи выпускником КГБ, он осторожен и скрытен.
Патрушев имеет доступ к ватному фюреру и знает все нюансы его повседневной жизни. Однако он может ждать, пока Путин уйдет естественным путем, чтобы избежать лишнего риска. Но, с другой стороны, Патрушев в реальности уже старый, вряд ли сможет организовать переворот или сесть на трон после кончины ватного. А что Шойгу? Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны России, в мае 2024 года был освобожден от должности и назначен секретарем Совета безопасности РФ. На новом посту он продолжает участвовать в вопросах национальной безопасности, включая ядерную доктрину страны. В ноябре 2024 года Шойгу даже призвал западные страны изучить обновленную ядерную доктрину России. Они близки с Путиным. Характер Шойгу можно описать как прагматичный и полностью лояльный к власти. Его долгий путь на высоких постах показывает умение адаптироваться и сохранять доверие руководству. Такой хамелеон, а точнее мопс на поводке. Однако отстранение от должности министра обороны говорит о снижении его влияния в военных кругах. Отсутствие контроля над армией и ослабление позиций в элите делают его маловероятным инициатором переворота или устранения Путина. Скорее всего, Шойгу будет придерживаться текущей системы, избегая рисков, пока его самого однажды не закроют. Сценарий с участием Рамзана Кадырова и его приближенных в устранении Путина заслуживает отдельного рассмотрения. Кадыров – один из немногих региональных лидеров, который обладает собственной армией, сформированной из бойцов его личной гвардии, известной как кадыровцы. Тиктокеры. Эти силы уже давно ассоциируются с выполнением заказных убийств и устрашением как внутри Чечни, так и за ее пределами. Кадыров неоднократно заказывал и организовывал убийства своих критиков как в России, так и за рубежом. Такая структура и возможности делают его потенциальной фигурой, способной организовать ликвидацию Путина, если это станет для него выгодным. Но на данный момент Кадырову нет необходимости идти на столь рискованный шаг. Он добился практически полной автономии для Чечни. Республика действует почти как независимое государство внутри России. При этом Чечня получает огромные финансовые вливания из федерального бюджета, значительная часть, кстати, которых, как предполагается, оседает в личных активах Кадырова и его семьи. Для него сохранение текущего статуса выгодно, так как он имеет абсолютную власть в регионе, обеспеченную лояльностью Москвы. Смена власти в Москве будет равносильно потере кормушки. Чечня пока не способна обеспечивать Кадырова так, как делает это Москва. Однако в случае переворота или смены власти в России Кадыров может быстро изменить свою позицию. Он, вероятно, станет одним из первых, кто попытается дистанцироваться от центра, когда запахнет жареным. В условиях ослабления федеральной власти я уверен, что Чечня может стать первой республикой, которая выйдет из состава России, воспользовавшись политическим хаосом. Это будет выгодным шагом для Кадырова, который сможет закрепить свою власть как лидера полностью независимого государства, не подчиненного Москве. Но только когда ему нечего уже будет терять. Но несмотря на его лояльность Путину, на текущий момент Кадыров прагматик. Если он увидит, что режим Путина ослабел и его устранение принесет больше выгод, чем рисков, то он может задействовать свои ресурсы для устранения диктатора. Это с его стороны можно организовать, например, во время одного из визитов Ватного в Чечню. Кстати, а когда он последний раз там вообще был? Однако это остается лишь теоретическим сценарием, так как на данный момент Путин является для Кадырова источником власти и ресурсов, что делает их союз удобным для обеих сторон. Но готовы ли ближайшие к Путину персоны пойти на предательство? Мне кажется, что Путин специально окружил себя исключительно проверенными, либо ни на что не способными не самостоятельными личностями, которые не имеют ни авторитета, ни харизмы. Кого-то подсадил на денежный наркотик, но примеры из истории говорят, что никто не застрахован от предательства. Ключевую роль в таких сценариях играют не только личные мотивы, но и внешние обстоятельства. Например, если экономическое положение элиты или таких, как Кадыров, резко ухудшится, мотивация избавиться от Путина возрастет. Назревает ли сейчас раздражение среди силовиков? Конечно, провал стремительной молниеносной войны в Украине, когда планировалось закончить ее за 3 дня, захватив Киев, провалы разведки – все это понемногу подтачивает власть Путина. Но все это происходит слишком медленно. Государственный переворот, организованный силовиками или олигархами, в определенных условиях может стать реальным сценарием. Это может быть быстрее и безопаснее, чем покушение. Главное – устранить Путина, не развалив всю систему. Переворот может начаться как тайный сговор. Группы недовольных чиновников и военных вполне себе могут объединиться, чтобы устранить диктатора.
История знает немало таких примеров, но проблема в том, что сегодняшняя диктатура в России изучила исторические ошибки других диктатур и предусмотрела такое развитие событий. Не буду подробно останавливаться на этой теме про переворот. У меня есть отдельный ролик на эту тему. Ссылка есть в описании. Покушение на Путина через киллера или снайпера, как вы понимаете, кажется крайне маловероятным из-за всех этих жестких мер безопасности. Все территории, где появляется Путин, строго охраняются ФСО. Периметр контролируется, маршруты передвижения засекречены, а зоны проверяются на угрозы с помощью радиоэлектронной борьбы. Публичные мероприятия тщательно изолированы, а участники проходят многоуровневые проверки. Контакт с Путиным сведен к минимуму, даже ближайшее окружение проверяется годами, а переговоры проводятся за длинными столами, исключающими физическую близость. Попытка со снайперской винтовкой осложняется наличием снайперов охраны, системы наблюдения и обнаружения оптических приборов, вроде прицела снайпера издалека. Окна и открытые зоны защищены пуленепробиваемыми материалами. Даже если киллер или снайпер смогут преодолеть эти барьеры, времени на выполнение задачи будет недостаточно из-за быстрого реагирования охраны. Такие меры делают устранение Путина таким способом практически невозможным без системного подхода и координации множества факторов. Сценарий с отравлением Путина представляется крайне сложным из-за строгих мер безопасности. Вся пища и напитки проходят многоуровневую проверку, а доступ к его личным предметам ограничен. Вспомните, например, его знаменитый стаканчик. Кроме того, реализация такого плана возможна лишь с участием лиц, имеющих доступ к специфическим препаратам, производимым и контролируемым российскими спецслужбами, которые сам же Путин и курирует. Использование отравляющих веществ требует глубоких знаний, обращения с ними и доступа к лабораториям, где производятся такие препараты, как, например, «Новичок». Эти вещества применялись для устранения неудобных для Кремля лиц, таких как Алексей Навальный и Сергей Скрипаль. Организация подобной атаки на самого Путина могла бы произойти только изнутри системы, через его окружение, обладающее доступом к этим ресурсам и технологиям. Если такой сценарий когда-либо будет реализован, его организаторами могут стать лишь наиболее приближенные к диктатору сотрудники спецслужб или родственники, но об этом чуть позже. Это люди, которые находятся в непосредственной близости к Путину и обладают достаточным уровнем доверия, чтобы избежать подозрений. Сейчас пока сложно сказать, что должно заставить их пойти на это, но их мотивацией могут быть внутренние разногласия, личные обиды или осознание угрозы существующего режима их собственному будущему. Однако подобный план сопряжен с огромными рисками для организаторов. Службы безопасности, охраняющие Путина, регулярно проверяют не только пищу, но и весь персонал, работающий рядом с ним. Кроме того, приближенные к Путину лица из числа охраны регулярно проходят проверку на полиграфе. Любое подозрение на саботаж может привести к немедленному разоблачению со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для успешной реализации этого сценария требуется не только техническое мастерство, но и скоординированный заговор внутри самой системы его охраны. Это делает подобное устранение крайне маловероятным, но теоретически возможным, если найдутся те, кто готов рискнуть всем ради изменений. Интересно отметить, что наиболее простой путь к реализации такого сценария могла бы иметь Алина Кабаева, любовница Путина. Согласно расследованию, Кабаева и ее дети проживают в резиденции на Валдае. Она имеет полный и уникальный доступ к телу самого Путина, избегая многие уровни безопасности. Однако для того, чтобы Кабаева решилась на такой шаг, должны произойти исключительные обстоятельства, способные побудить ее к столь радикальным действиям. В истории известны случаи, когда близкие женщины играли ключевую роль в устранении лидеров. Например, французский президент Феликс Фор скончался в 1899 году в Елисейском дворце во время интимной встречи со своей любовницей Маргаритой Стейнхель. Хотя официальной причиной смерти был назван апоплексический удар, обстоятельства его кончины вызвали множество слухов и спекуляций о его отравлении. Другой пример устранения высокопоставленной персоны через близкий доступ демонстрирует история с убийством, например, Вильгельма Кубе, гауляйтера оккупированной Белоруссии в 1943 году. Тогда белорусская подпольщица Елена Мазаник, работавшая горничной в его доме, заложила бомбу под матрас Кубе. Это стало возможным благодаря ее доступу к личным покоям комиссара и минимальным подозрениям со стороны охраны. У нее, кстати, с собой был еще и яд, так что она вполне могла его просто отравить. Акт возмездия, организованный советскими подпольщиками, стал символом успешной операции, где женщина, находящаяся в непосредственной близости к цели, сыграла ключевую роль.
Эти и им подобные случаи демонстрируют, что близкие отношения могут привести к фатальным последствиям для лидеров, особенно если любовница имеет доступ к их личной жизни. Однако такие случаи редки, и для их реализации необходимы уникальные обстоятельства и мотивация. Однако, чтобы Кабаева решилась на подобный шаг, необходимы радикальные изменения в ее мотивации. Например, потеря личных привилегий, угроза ее детям или полное осознание того, что ее роль в истории навсегда будет связана с черной репутацией Путина. Кабаева могла бы пойти на это, если сочтет, что ее будущее или будущее ее детей находится под угрозой из-за действий старого дряхлого любовника. Но такой сценарий имеет крайне малые шансы на реализацию. Здесь все зависит от множества других факторов. Пока мы обсуждаем внутренние угрозы для ватного фюрера, стоит помнить, что внешние силы тоже не сидят сложа руки. Украинские разведслужбы, на мой взгляд, наверняка уже прикидывали, как избавиться от главного кремлевского террориста. Один из самых реальных сценариев из всех, самый доступный, на мой взгляд, это авиационная катастрофа борта, на котором летит Путин. Да, паранойя диктатора и его сложнейшие схемы безопасности делают это почти невозможным, но почти это не совсем. Я считаю, что это самое уязвимое его место. Давайте разберем этот сценарий по косточкам. Путин передвигается на самолетах, которые сопровождаются многоуровневой системой защиты. Обычно это несколько самолетов-дублеров, включая Ил-96, Ту-204 и Ту-214. Каждый из них может быть использован для введения в заблуждение. Таким образом, сложно определить, в каком именно самолете находится главный террорист в определенный момент времени. Все полеты тщательно координируются службой безопасности, которая использует системы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов, которые могли бы быть использованы для наведения оружия. Траектории полетов часто меняются, а маршруты держатся в строжайшей тайне. Кроме того, в последнее время полуфюрер часто летает в сопровождении истребителей. Самолеты регулярно проходят технический контроль, а обслуживающий персонал проверяется на благонадежность. Несмотря на это, остаются уязвимые точки, которые могут быть использованы для организации атаки. Например, заправка самолетов топливом или замена деталей на земле могут быть слабыми звеньями в цепи безопасности. Но и это еще не все. Обслуживающий персонал самолетов – это ключевое звено в безопасности. Несмотря на строгий контроль, вероятность внедрения агента в эту среду тоже не исключена. Саботаж может включать установку взрывного устройства, загрязнение топливной системы или повреждение важных механизмов самолета. Один из методов – замена ключевых деталей самолета на дефектные во время технического обслуживания. Такой подход требует времени и подготовки, но его преимущество – невидимость до самого момента происшествия. Но, к сожалению, весь авиапарк Путина проходит тщательное тестирование перед тем, как на борт поместят само тело. Поэтому такой вариант имеет малые шансы на осуществление. Наиболее уязвимым борт Путина является во время взлета и посадки. ПЗРК, такие как американский «Стингер» или российская «Игла», способны сбить любой самолет на малых и средних высотах. Учитывая, что самолеты Путина используют доступные публичные аэродромы, такие места могут стать уязвимы. Заход самолета на посадку подразумевает его снижение задолго до полосы, то есть потенциально самолет Путина, например, может войти в зону поражения ПЗРК еще задолго до входа в охраняемую зону аэроузла. Яркий пример произошел в 2003 году в Багдаде, когда грузовой самолет Airbus A300 компании DHL был поражен ракетой из ПЗРК, выпущенной с земли. Ракета попала в левое крыло самолета, вызвав сильный пожар и полный выход из строя гидравлических систем. Несмотря на это, экипажу удалось все-таки совершить аварийную посадку. Этот случай показал, что крупные самолеты остаются уязвимыми перед такими системами в зоне аэропорта, особенно в момент взлета или захода на посадку. Аналогичные риски могут угрожать и бортам Путина, несмотря на все усилия служб безопасности. Однако здесь ключевым препятствием будет радиус действия системы подавления сигналов. Для охраны аэропорта, куда прибывает борт Путина, используют системы ПВО, такие как «Панцирь-С», например. Они могут быть задействованы для предотвращения подобных атак, но их эффективность зависит от уровня координации между службами охраны, времени, которое требуется стрелку для запуска ракеты, и времени, которое требуется выпущенной ракете для того, чтобы добраться до цели. На малых высотах время отпуска ракеты до попадания в цель ничтожно, и вряд ли хоть одна система ПВО сможет справиться в данном случае со своей задачей. У нее просто не будет на это времени. Так, например, самолет входит в глиссаду на удалении около 10-15 км от полосы, тогда его высота составляет всего 600 метров. Высоту, на которой борт могут достать
из ПЗРК, это, конечно же, намного больше 600 метров, самолеты занимают задолго до этой точки. То есть радиус эффективного применения значительно увеличивается и составляет 50-100 километров вокруг аэропорта. Вокруг аэропорта Внуково, которым пользуется главный террорист планеты, много лесов. Там, например, можно много чего и кого спрятать. Но если в московских аэропортах, которыми пользуется Путин, часто система ПВО задействована по полной программе, то в аэропортах в других странах, куда этот преступник летает с визитами, такой готовности ПВО вряд ли можно ожидать. Ну и опять же, радиус территории вокруг аэропорта, над которой теоретически может быть применен ПЗРК, как я уже сказал, большой, и ПВО могут спокойно обойти. Переносные зенитно-ракетные комплексы ПЗРК – это мобильное и эффективное оружие, способное уничтожать цели на высотах до 3,5-4 километров и дальностью до 6 километров. Оператор, используя тепловизор или оптический прицел, захватывает цель, после чего ракета с инфракрасной головкой самонаведения фиксирует источник тепла. Обычно это двигатель самолета. Современные модели, такие как американский Стингер и российская Игла или более новая версия Верба, оснащены многоспектральными сенсорами, которые минимизируют влияние тепловых ловушек, создаваемых системами защиты. Боеголовка ПЗРК весит от 1,5 до 2 килограммов, а скорость ракеты достигает 600-700 метров в секунду, что делает ее практически неуловимой для систем активной защиты. Например, при атаке на самолет, находящийся на высоте 2 километров, ракета достигает цели всего за 3-4 секунды. Времени на реакцию ПВО просто не остается. Взрыватель активируется в момент контакта или на минимальном расстоянии от самолета, что увеличит вероятность поражения критически важных частей воздушного судна, таких как двигатель или топливный бак. Тем не менее, президентские самолеты, такие как путинский Ил-96, имеют сложные системы защиты, от выброса тепловых ловушек до современных радиоэлектронных комплексов, таких как Президент-С. Последний способен подавлять сигналы инфракрасных головок самонаведения и сбивать их с курса с помощью лазеров. Эти меры существенно снижают эффективность ПЗРК, но не делают самолет полностью неуязвимым. Здесь следует отметить, что, например, российские истребители и вертолеты, которые принимают участие в боевых действиях на территории Украины, тоже имеют примерно такие же бортовые системы борьбы. Но посмотрите, какое их количество уже было уничтожено там с помощью ПЗРК. Даже при наличии этих систем на малых высотах вероятность успешного применения ПЗРК остается значительной. Наличие большого неучтенного арсенала таких систем у различных военных группировок по всему миру может снять подозрения со спецслужб какого-либо конкретного государства. А современные технологии позволяют не только использовать спутники для наблюдения за траекторией полета самолета, но и применять публичные сервисы, такие, например, как Flight Radar для отслеживания маршрутов в режиме реального времени. Это упрощает подготовку к атаке и делает ее более вероятной. Могут задействовать и высокоточные ударные дроны, например. Беспилотники могут подлететь к самолету на критической высоте, когда он находится, например, в глиссаде, и взорваться рядом, практически исключая возможность эффективной защиты. Здесь дронам даже не нужно использовать GPS, который в любом случае будет глушиться. Достаточно, например, просто запрограммировать их на взлет на определенную высоту по курсу движения самолета и запустить их при его приближении. При этом дронам даже не обязательно взрываться. Могут просто запустить по курсу самолета в глиссаде рой небольших аппаратов с малым зарядом, которые из-за своего размера могут быть не обнаружены радарами. Самолет сам врежется в эти дроны. Хотя технологии спутникового лазерного вооружения все еще находятся на стадии развития, разработки, их использование для устранения воздушных целей, таких как самолет с нашим террористом, в будущем вполне возможно. Такие системы способны наносить точечные удары без необходимости присутствия физического объекта на Земле, что делает их практически неотслеживаемыми, поскольку лазеры не оставляют видимых следов. Дополнительное применение искусственного интеллекта для наведения лазеров может значительно повысить эффективность подобных систем. Несмотря на то, что эти технологии пока не введены в массовую эксплуатацию, их прототипы уже успешно разрабатываются. К примеру, Великобритания недавно провела испытания наземной лазерной системы ПВО Dragonfire. Эта система успешно уничтожила воздушные цели на значительных расстояниях, демонстрируя возможность точного поражения объектов размером с монету. Такие технологии легко представить на орбитальных спутниках, что откроет доступ к высокоточным ударам по любым
целям в мире, включая президентский самолет, которым пользуется ватный фюрер. Размещение подобных систем на спутниках может сделать атаку молниеносной и практически необратимой. Представьте, лазерный удар по самолету в момент его полета – это удар со скоростью света, без шума и с минимальной вероятностью обнаружения. Даже сегодняшние системы, такие как британский Dragonfire, показывают, что реализация такого подхода – это лишь вопрос времени. Однако такой сценарий сталкивается с международными юридическими ограничениями. Договор в космосе, подписанный в 1967 году, прямо запрещает размещение любого вида оружия массового уничтожения в космосе. Хотя лазерное оружие формально может не подпадать под эту категорию, использование таких систем противоречит духу договора и, вероятно, вызовет значительную международную реакцию, особенно со стороны стран, участвующих в регулировании космического пространства. Если будет установлено, что причиной крушения был лазерный луч, то абсолютно точно это будет говорить о причастности государственных спецслужб. Но преимущество такого вида оружия в том, что оно не оставляет материальных следов своего использования. Таким образом, вероятность идентификации крайне мала. Но, к сожалению, на мой взгляд, западные спецслужбы в настоящее время вряд ли пойдут на организацию прямого устранения таких диктаторов, как Путин. Считается, что подобные действия противоречат принципам демократических государств и международному праву. Такие действия, если будет установлена связь с государственными службами, могут иметь серьезные последствия и даже стать причиной новой войны. Ведь несмотря на все признаки террористической деятельности, которую он осуществляет, на совершенные им военные преступления и преступления против человечности, несмотря на его незаконное и нелегитимное переизбрание, на Западе Путина формально продолжают считать президентом. Но ведь западные разведки вполне себе могли бы действовать через посредников, например, не связанных формально с государственными структурами. Ликвидация Путина, безусловно, станет поворотным моментом в истории России и всего мира. Она приведет к ряду положительных изменений, которые ощутят не только в России, но и далеко за ее пределами. Прежде всего, война в Украине точно закончится. Новый лидер, даже если он будет из ближайшего окружения Путина, вряд ли захочет продолжать дорогостоящую и катастрофическую агрессию. Он будет искать пути улучшения ситуации в стране для налаживания отношений с Западом, чтобы заработать политических очков и поднять рейтинг. Он будет добиваться гарантий безопасности для себя. Это станет долгожданным облегчением для Украины и ее народа, а также для миллионов адекватных россиян, которых война косвенно или напрямую затронула. Еще одним ключевым результатом ликвидации Путина может стать снижение ядерной угрозы. Россия, несмотря на свои заявления, вряд ли продолжит использовать ядерный шантаж в условиях постпутинского кризиса. Смена лидера позволит наладить диалог с Западом и восстановить баланс сил в международных отношениях. Более того, это создаст условия для разоружения и долгосрочной стабильности на планете. Однако нельзя исключать и возможный негативный сценарий. Шанс на это тоже есть. Если к власти придет фигура из того же силового блока, например, такой как условный Патрушев, политика может остаться агрессивной, хотя и с акцентом на внутренний контроль. Усиление репрессий внутри страны станет приоритетом, чтобы удержать власть в условиях переходного периода. Реакция внутри России первое время будет неоднозначной, но только до тех пор, если или пока будет работать пропаганда. Поэтому, когда или если это случится, следующий удар следует нанести по пропаганде. Несмотря на все риски, ликвидация главного террориста планеты точно остановит войну. А еще она создаст уникальный шанс для обновления страны. Путь к переменам будет сложным, но именно этот момент может стать точкой отсчета для построения новой, более свободной и демократической России. Главное вновь не упустить этот шанс и начать с реформ, которые коснутся всех уровней общества, от экономической системы до политической структуры. И Россия должна стать страной, которая не будет представлять угрозы для своих соседей и для всего мира. Ну а вы, те, кто находится с оружием в непосредственной близости от власти, вы лучше всех видите, во что превратилось руководство страной. Вы знаете цену войне, репрессиям и страху. Вы понимаете, что Путин стал главной угрозой не только для России, но и для всего мира. Его действия привели к изоляции страны, тысячам смертей и к почти катастрофе в экономике. Сегодня именно у вас есть возможность положить конец этому хаосу. Ваши знания, ваше положение и ваш доступ дают вам уникальный шанс. Подумайте о будущем, не только о своем, но и о будущем ваших семей. Устранение главной международной угрозы станет первым шагом к миру, свободе и восстановлению достоинства России на мировой арене. Каждый день промедления только увеличивает страдания.
Будьте смелыми и проявите решимость. Это шанс, это ваш шанс изменить историю и спасти множество жизней. У меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поддержите мой канал и ждите новых полезных видео. Ну а для получения оперативной информации не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Информация там обновляется каждый день. Ссылка есть в описании. Ну и как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.